Семочка сегодня не придет. Вычеркиваем. Он спит в коробочке от посылочки. А вот Демочка. Он спит на диванчике. А мы идем лечить орхидейки. Добрый день, друзья! Съемка этого видео проходит 5 сентября, но выйдет оно значительно позже. Для кого-то эта тема может быть уже совсем не актуальна, потому что отпуска закончились и основная масса любителей орхидей уже вернулась к своим дорогим растениям и знают, как они пережили ваше отсутствие. А у меня всегда отдых – это вторая половина сентября. Как же оставить мои орхидеи, которых у меня очень много, на длительный период? Получится более 20 дней, когда я не смогу ухаживать за ними. И вот сегодня, именно сегодня, я начинаю готовить свои орхидеи к отъезду. Я их сначала поливаю полностью все. Снимаю все орхидеи со всех стеллажей, ну по очереди, конечно. Приношу на большой стол, где я их поливаю в другой комнате. Все заливаю водой на 2 пальца ниже грунта. И постоянные мои зрители знают, что у меня основная часть моих орхидей посажена в керамзит. Вот именно с этими орхидеями я так поступаю. Те орхидеи, которые еще находятся в мху или же в каких-то временных посадках, там я просто делаю в последний день полив и уезжаю спокойно. А вот с теми, которые находятся в двойных горшках и в керамзите, я их сначала все поливаю. Обыкновенный стандартный полив, как всегда. Когда я никуда не уезжаю, я их держу примерно в воде час. Сейчас я это буду делать, например, 1,5 часа, чтобы корни очень сильно напитались водой. Но так как я в один день не могу этого сделать, у меня на этот полив уходит 4 дня. И потом, когда первые орхидеи, которые были политы, выставлены на стеллаж, после того, как я полью все орхидеи, я подхожу опять к первым, уже не достаю их со стеллажа, а всем орхидеям, которые находятся в керамзите, наливаю мокрые пяточки. Вот сейчас они еще сухие, потому что только после съемки я начну полив делать. Но вот на этой именно орхидее покажу, вот какие у нее корни сейчас. Вот с такими корнями я поливаю орхидеи. Корни сухие. Но именно мокрые пяточки я покажу, как я наливаю для отъезда. Предположим, что у этой орхидеи полив уже сделан. Мокрые пяточки я наливаю вот таким образом. Но я это делаю грушей, так как мне удобно, но я слежу, чтобы в горшке была налита вода. Сейчас вода опустится вся вниз. Вот, наверное, понятно, что примерно сантиметр воды выше внутреннего горшка. То есть чуть-чуть корней попадают в воду. И вот так оставляю орхидеи и уезжаю. В течение вот этих всех дней вода будет и испаряться, и корни будут еще напитываться этой водой. И когда я возвращаюсь, воды в горшках нет. Но это помогает орхидеям спокойно дождаться моего возвращения. Что такое мокрые пяточки? Я рассказывала.
Ссылку на плейлист про мокрые пяточки я оставлю в правом верхнем углу экрана и в описании под видео. Чтобы было понятно, что это у меня такой аварийный полив. Я не часто им пользуюсь. Я им пользуюсь только тогда, когда я не могу поливать орхидеи в течение 3 недель или месяца. Вот в этом году я 2 раза наливала мокрые пяточки, потому что был ремонт и было сложно заниматься орхидеями. Поэтому я уже их ставила летом на мокрые пяточки. Но когда у меня есть эта возможность, я воду из горшков убираю и даю просыхать полностью всему горшку, и воду в горшке не держу. Обещаю вам, что после моего приезда, вот вы сейчас видите, вот все, что позади меня, это все будет стоять на мокрых пяточках. Да, сбросят орхидеи цветы, но им уже давно пора их сбросить. Пора растить новые цветоносы. Скоро наступит, как раз в момент моего отъезда, наступит разница температур. И в момент наступления разницы температур очень хорошо орхидеям и дать возможность хорошо просохнуть корням. Вот эти 2 слагаемых тоже являются успехом выпуска цветоносов. Про удобрения сейчас говорить не буду. Но у меня есть вот такие орхидеи, которые сейчас выпускают цветоносы, еще не цветет. Но я думаю, что к моменту моего приезда основная часть моих орхидей сбросит цветы. И посмотрим, опустятся ли листики, потеряют ли они тургор, как будут чувствовать себя корни. Я вам обязательно это покажу. Видео выйдет почти незадолго до моего приезда. Так что следующее видео будет ждать недолго. И мы с вами обязательно посмотрим, как будут чувствовать себя мои орхидеи после моего длительного отсутствия. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. А ты опоздал. Ты все проспал. Что вы тут делаете, Сёма? Съемка-то уже закончилась. Семочка.